Всем привет, друзья! С вами канал Power Device, и сейчас мы поговорим о смартфонах Xiaomi, а в частности о MIUI 14 и затронем MIUI 15. Вышли крупные обновления рабочего стола для смартфонов Xiaomi и Redmi. Помимо того, что в этих обновлениях присутствует большая стабильность, они разработаны на базе Android 14. Я уже протестировал эти обновления на своих смартфонах, и здесь помимо стабильности и устранения некоторых багов, прилетает еще одна фишка – новая функция. Кто-то поговаривает, что это функция из MIUI 15. В общем, сейчас покажу, как установить новые рабочие столы на ваши Xiaomi, а также поговорим о новой функции, как ее активировать и что она делает. Итак, друзья, первым делом вам нужно установить обновление. В своем телеграм-канале я оставлю два обновления на рабочие столы. Одно более раннее, а другое более позднее. Сейчас объясню, какое лучше установить. Если посмотреть, как подписан файл, то вы увидите версию обновления рабочего стола. В данном случае это 4.39.12.66.76. На данный момент это самое свежее и новейшее обновление рабочего стола. Именно его я себе и установил. Но не спешите, возможно, вам лучше установить сперва другое, более раннее, 4.39.9.66.07. Данные обновления похожи, оба сделаны на базе Android 14 и несут новую фишку. В общем, эти файлы обновления оставлю в своем Telegram. Там вы их сможете скачать, и также, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой Telegram, если этого еще не сделали. И как я уже сказал ранее, на свой Xiaomi Redmi Note 10 Pro версия MIUI у меня 14.0.3 евро. Сюда я установил самую последнюю версию рабочего стола. У меня она прекрасно работает. Я думаю, данный рабочий стол также будет хорошо работать на большинстве смартфонов Xiaomi с MIUI 14. Но все же вам лучше попробовать установить сперва более раннюю версию рабочего стола. Если, к примеру, с ней не получится сделать вот такую фишку, то поверх уже установленной версии установите еще более свежую. Именно так я и делал. Сейчас расскажу, что это за фишка и как ее активировать, но сперва покажу, если что, как удалить обновление рабочего стола. Заходим в настройки. Приложения, все приложения, нажимаем три точки, показать системные приложения, в поиске пишем рабочий стол и удаляем обновление. Но здесь внимание, прежде чем удалять обновление, сделайте щипок на рабочем столе, зайдите в настройки и включите галочку «Защитить от изменений». Таким образом, некоторые настройки рабочего стола не слетят при удалении обновлений, так будет лучше. Теперь поговорим об этой фишке и как ее активировать. Говорят, что это функция из MIUI 15 в новых рабочих столах. Лично я знаю одно. Начала она появляться в новых версиях рабочего стола, который сделан на базе Android 14. Это улучшенный глобальный поиск по всему смартфону Xiaomi, включая интернет. Как вы поняли, функция вызывается вот таким свайпом. Здесь в поиске начинаем что-то писать, что мы хотим найти. Грубо говоря, мы хотим найти на смартфоне какую-то фотографию, либо файл, в названии которого присутствует цифра 22. Смартфон сразу покажет все такие файлы, фотографии и так далее. То же самое работает с приложениями и контактами. Также можно сделать поиск в интернете. Теперь самое интересное, как активировать эту функцию. Сама по себе она не активируется. Нам понадобится старое доброе приложение SetEdit. Здесь нужно прописать одну несложную команду. Смотрите, в SetEdit опускаемся немного ниже, совсем немного. Находим вот такие параметры. com.MIUI Home. Теперь слева находим строку com.MIUI Home Preference Launcher Pull Down Gesture. Вот эта строка. Смотрим, что прописано вот здесь справа от нее. Нажимаем на эту надпись Edit Value. И вам нужно поставить вот эту команду Pull Down Global Search. Далее нажимаем Save. Если же на вашем Xiaomi вообще нет такой команды, то идем в самый верх, нажимаем плюс Add New Setting. В первой открывшейся строчке прописываем ту самую команду. Внизу в описании под роликом я оставлю эти команды. Там вы их сможете скопировать и также вставить. Смотрите, друзья, я уже вставил эту команду, пока я не нажимаю Save, сейчас продемонстрирую, как она работает.
Выйду на рабочий стол, делаю свайп. Свайп делается с середины рабочего стола. Вызывается либо шторка уведомлений, либо панель управления. Возвращаюсь в Set Edit, нажимаю Save. Во второй открывшейся строчке прописываю Pull Down Global Search. Как я уже сказал, команды эти оставлю внизу в описании под роликом. И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Здесь также нажимаем Save. Данная команда появляется здесь. Идем на рабочий стол. Для моего смартфона перезагрузка не требуется. Функция начинает работать. Также в этом глобальном поиске выполните некоторые настройки. Во-первых, здесь можно очищать кэш. Во-вторых, нажмите 3 точки, настройки. Поставьте все галочки, кроме Get Apps. Get Apps нам не нужен. В таком случае поиск будет выполняться по приложениям, настройкам, локальным файлам и контактам. Конечно, если какой-то из пунктов вам не нужен в поиске, можете его отключить. Теперь с верхнего края смартфона у вас будет вызываться шторка, как и раньше. А с середины глобальный поиск. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. И до встречи в следующих роликах. Всем пока!